Сегодня мы планируем оказаться в селе Ивковцы Прилуцкого района Черниговской области, где находится старинная усадьба, изображенная на картине Николая Бондаревского «Свадьба в Малороссии». Информации об этой усадьбе не так много, в том числе о ее месторасположении. Поэтому в какой-то степени наше сегодняшнее путешествие будет авантюрой. Ехать нам порядка 200 километров до точки назначения. Для вас пройдет несколько секунд, а нам предстоит ехать несколько часов. Так заканчивается забор мехколонны. За забором должна быть какая-то дорожка, которая ведет прямо к искомой усадьбе. Поэтому мы сейчас проезжаем забор с мехколонной и внимательно смотрим направо. Типа вот сюда, что ли? Тут же стежка. Ну, похоже на эту стежку. Вот она, мощеная дорога. По идее, мы должны добраться прямо до усадьбы по ней. Ветхое состояние усадьбы усугублялось тем, что некто прямо-таки похоронил фасад здания и прилегающее к нему пространство под ветками и стволами спиленных деревьев. Для того, чтобы подобраться к зданию, необходимо преодолеть значительное количество препятствий. Однако это стоит того, чтобы наконец узреть перед собой это уникальное старинное строение возрастом около 150 лет. Мы находимся в селе Иваница Прилуцкого района Черниговской области, рядом с усадьбой Свирских, судьба которой ныне висит на волоске. В 1783 году собственниками Иваницы являлись премьер-майор Иван Андреевич Горленко, братья Стороженки и Григорий Петрович Свирский, который, согласно данным генеалогического форума, был сыном священника и служил канцеляристом генеральной канцелярии. Хотя Википедия гласит о том, что он был коллежским асессором. Одновременно упоминаются еще два представителя рода Свирских – Иван и Федор. Последний начал службу канцеляристом в 1833 году, однако были ли они родственниками, неизвестно.
Интересной мне показалась информация с форума о браке Федора Ивановича Свирского и Анастасии Ивановны Стороженко, благодаря которой прослеживаются родственные связи между потомками иваницких дворян. И, похоже, усомниться в том, что ранее упоминаемый Григорий Петрович Свирский имеет отношение к истории Иваницы и усадьбы, поскольку проживал он в Сологубовке, ныне Сумской области, где также унаследовал имение отца священнослужителя. Стоит отметить, что Иваница, согласно историческим данным, все время своего существования была довольно большим селом, коим является и поныне. Дату возведения усадьбы мне найти не удалось. Если брать за основу год создания картины художником Бондаревским 1881, то усадьба имеет солидный возраст и заслуживает быть памятником архитектуры, что сулит охрану от государства. Одноэтажное строение основано на каменном фундаменте, выполнено из дерева, имеет треугольный портик над крыльцом, поддерживаемый 6 колоннами. Примечательно, что при входе имеется отдельная небольшая передняя комната, после которой входящий попадает в прихожую, а уж после в главный зал. После прихода к власти большевиков усадьба была поделена на квартиры, а уже помещения внутри здания имеют следы перепланировки. Также отсутствует часть здания с левой стороны от центрального входа, которая явно видна на картине. По-моему. И там с той стороны защелка. Ух ты. Здорово. А тут еще плитка лежит. На плитке, кстати, тоже, по-моему, бывает клеймо. Дверь, смотри, какая. Добротная. Для разграничения личного пространства дверные проемы были заделаны между квартирующимися, разделив здание на 3 секции. В комнатах до сих пор видны следы лепнины на потолках, полы устелены добротными крепкими досками. Двухстворчатые двери, похоже, сохранились со времен постройки усадьбы.
Мы побывали почти во всем здании, кроме единственной части, которой нужно лезть через окно с гвоздями. Но любопытство побеждает, поэтому мы сейчас проникнем внутрь. И здесь просто невероятные находки. Сейчас мы их рассмотрим поближе. Книжечки на подоконнике. Судя по всему, это ревизор. Да, это похоже ревизор. Здесь у нас сохранились картины чьи-то. Наверное, людей, которые здесь проживали. Девочка изображена плохо. Тут еще один фотография. Это было. Даже не знаю, что это такое. Здесь тоже люди на фотографиях. Пол здесь интересный. Так. Это, похоже, центральный вход. Поставила все на место. Здесь она открывается чуть-чуть совсем. Ладно, не будем мучить. Печальная судьба сложилась у вероятных потомков рода Свирских после прихода советской власти.
Информация с генеалогического форума гласит о том, что Свирский Владимир Аркадьевич, рожденный в 1875 году в селе Иваница, служил старшим писарем штаба запасных войск армии Украинской Народной Республики. Казнен в 1937 году как враг советской власти. Свирский Виталий Владимирович, рожденный в 1899 году в селе Иваница, за проведение контрреволюционной агитации был заключен в концлагерь на 5 лет с 1933 года, а в 1937 году расстрелян. Автор статьи на генеалогическом форуме указывает источник данных, книгу «Реабилитование историю. Черниговская область». Судьба мелких помещиков после прихода советской власти была жестокой. Эти люди могли не иметь достаточно средств для того, чтобы бежать от карающей длани, определившей по умолчанию их в буржуазный класс. Достаточно было единой кляузы, не подтвержденной фактами, чтобы такой человек отправился на долгие годы в ссылку, а то и вовсе был лишен жизни. Великое множество людей стало жертвами в результате жестоких кровопролитных событий начала 20-го столетия. С усадьбой Свирских связывает также род Миницких и Шеферов, которые состояли в родстве. Недалеко от Иваницы расположен большой поселок Парафиевка, известный тем, что на его территории в 1846 году был построен сахарный завод, один из промышленных лидеров и прекрасный экземпляр архитектурного строения, судьба которого, к сожалению, повторила участь сахарного завода в Новом Быкове. В 2020 году индустриальный комплекс сравняли с землей из-за его аварийного состояния. Я очень хотела осмотреть завод в свое время, но не успела, к сожалению.